На календаре уже 31 марта, а это значит, что заканчивается не только еще один месяц, а и первый квартал 2024 года. Да, друзья, я сам в шоке, время летит очень быстро. Но впереди нас ждет апрель, который является одним из самых важных месяцев в этом году. И если вы думаете, что это связано только с халвингом биткоина, я вас немного обрадую. Потому что только на следующей неделе пройдет масштабная конференция Ethereum в Цюрихе, а также 3 самые большие криптопроекта по искусственному интеллекту проведут голосование за слияние в одну большую экосистему с новой монетой по тикерам ACI. И это только пару важных событий, которые нам предстоит увидеть в первые дни апреля. Вот поэтому сегодня в ролике я вам расскажу, к чему стоит готовиться на следующей неделе. Мы с вами разберем очень важные события, подведем итоги первого квартала, изучим альткоины, за которыми обязательно стоит следить на следующей неделе. Я покажу, на каких уровнях их лучше всего покупать, из-за чего вы сможете подготовить свои криптопортфели к новому активному месяцу на крипторынке. Но перед этим я не могу не отметить вашу активность под прошлым роликом, где вы настойчиво просите нас сделать топ монет ИИ. Что, желание наших зрителей — это закон. Поэтому, чтобы данный топ с самыми лучшими и перспективными монетами, связанных с искусственным интеллектом, вышел как можно раньше, поставьте этому видео 1500 лайков. Ведь только ваша поддержка мотивирует нас снимать больше интересного контента. Поэтому заранее вам спасибо. Но пока готовится видео про ИИ, давайте посмотрим, за какими монетами стоит следить на следующей неделе. Вам желаю приятного просмотра. С вами Влад. Вы на канале Coin22. Давайте начинать. Итак, дорогие друзья, помимо важных событий на предстоящей неделе, в апреле нас ожидает очень много других важных новостей, которые связаны не только с криптой, как, например, халвинг биткоина, но еще и с экономикой США, а именно публикация данных по инфляции, отчеты по безработице, выступление Джерома Пауэлла и еще много всего другого, что оказывает прямое влияние на биткоин. А чтобы заранее быть готовым к волатильности на рынке, переходите в наш телеграм-канал, потому что мы специально для вас собрали все эти события в один большой календарь, который вы можете себе сохранить, чтобы не пропустить ничего важного. Так что подписывайтесь, все ссылки есть в описании. Что касается сегодняшнего видео, то первое, что бы я хотел сделать, это сказать пару слов насчет биткоина, который закрывает не только еще один месяц, но и первый квартал 2024 года. Несмотря на то, что время пролетело очень быстро, март стал 7-м месяцем подряд, который был закрыт в плюс 15%. При этом, если мы возьмем результаты за квартал, то увидим, что биткоин зафиксировал рост на 65%. И те, кто начал следить за криптой перед началом года, скорее всего знают, что это все только благодаря фондам, поскольку именно 10 января SEC одобрила спотовые биткоин ETF. На этой неделе фонды снова начали скупать биткоин, и общий приток в ETF составил 860 миллионов долларов. Это неплохой результат всего за 4 дня. Но самое интересное, что после одобрения ETF фонды накопили 500 тысяч биткоинов, меньше чем за 3 месяца, а это, кстати, более чем 2,5% от общего количества монет на рынке. Учитывая комментарии Ларри Финка, которые мы разбирали в прошлом ролике, а также настрой Майкла Селлера, мы должны понимать, что они останавливаться точно не будут. Они прекрасно понимают, что сейчас биткоин торгуется по низкой цене, но при этом он имеет огромный потенциал на долгосрочный рост, особенно после халвинга в следующем месяце. Но поскольку сейчас биткоин решил взять небольшую паузу и начал консолидироваться вот в этом диапазоне, на рынке есть очень много интересных альтов, за которыми обязательно стоит следить на следующей неделе, пока биткоин будет стоять на месте. И первым таким альтом является эфир. Казалось бы, эфир — это базовый альткоин, который точно так же, как и биток, имеет долгосрочный потенциал на рост. Почему нам стоит следить за ним на следующей неделе? А все потому, что с 5 по 7 апреля пройдет большая 3-дневная конференция Ethereum в городе Цюрих. Стоит отметить, что в этом году Ethereum Foundation исполняется уже 10 лет, а на этой конференции разработчики будут обсуждать очень много важных вопросов, которые касаются масштабирования блокчейна, его оптимизации, улучшения безопасности и так далее. Но что самое главное, на конференции уделят особое внимание L2 проектам на сети Ethereum и скорее всего обсудят итоги обновления Dencun, которое запустили 13 марта. Ведь именно Dencun решил многолетнюю проблему в виде высоких комиссий в сети Ethereum. В целом Dencun выполнил все свои обещания. В сетях L2, которые уже интегрировали обновленное ПО, плата за газ упала более чем на 90%. Последние данные говорят о том, что комиссии в Arbitrum, Starknet, Optimism, а также Base упали на 91-95% и ниже 1 цента. Причем с каждым
каждым днем они становятся все меньше и меньше, что вызывает огромный рост сетевой активности. Например, ежедневный объем транзакций Optimism, Base и Arbitrum вырос более чем в 2 раза после обновления Dencun, а у Starknet вообще в 3. И конечно же активность пользователей в сетях L2 оказывает прямое влияние на сам эфир, который, кстати, отметил новый рекорд в виде 1 миллиона валидаторов, а также более 32 миллионов эфиров, которые сейчас находятся в стейкинге. Конференция, которая пройдет на следующей неделе, может подогреть интерес к эфиру у новых инвесторов, потому что последние данные указывают на быстрое масштабирование сети. Тем более сам Виталик Бутерин на этой неделе заявил, что до конца года они активно будут работать над развитием экосистемы, и что эфириум превратился из просто финансовой экосистемы в гораздо более независимый, децентрализованный и технологический стек. Вот поэтому пока эфир консолидируется в данном диапазоне, я бы не исключал вариант дополнительной покупки перед началом следующей недели, потому что ликвидность, которую получает эфир в этих диапазонах, может стать хорошим катализатором для роста выше $4000. Также стоит следить и за токеном Optimism, который торгуется выше поддержки $3, и монетой Arbitrum, которая формирует новый тренд, Матиком, который пытается закрепиться выше $1, и многими другими L2 на эфире. А чтобы вы могли заранее получить лучшие точки входа на эти и многие другие монеты перед активным движением на следующей неделе, присоединяйтесь к подписке Coin22 Pro, потому что команда наших аналитиков прямо сейчас подготавливает лучшие сделки на следующую неделю, из-за чего вы сможете получить профит даже на падении, как это сделали участники Pro, когда заранее получили вот эту шорт-сделку на Polygon и закрыли ее в плюс от 70% прибыли. Я знаю, что многие новички не понимают, как можно зарабатывать на падении рынка, вот поэтому перед началом торговли вас будет ждать пошаговое обучение, после которого открытие любой сделки у вас будет занимать не более 5 минут, ведь всю самую сложную работу выполняют наши аналитики, а вы получаете уже готовые точки входа. Также с вами всегда будет круглосуточная поддержка на случай важных вопросов, и первые сделки вы будете открывать под руководством наших специалистов. Дополнительно мы проведем работу над вашим спотовым портфелем или соберем его с нуля, если вы этого еще не сделали. Апрель обещает быть очень насыщенным, ведь только один халвинг оказывает на него такое сильное влияние. Поэтому, чтобы не упустить эту отличную возможность заработать, переходите по ссылке в описании и напишите нам, после чего вы сразу получите всю необходимую информацию. Следующей монетой, или даже определенным сектором монет, за которым стоит следить на следующей неделе, являются токены на базе искусственного интеллекта, а именно FED, AGEX, а также Okean Protocol. Те, кто смотрел прошлое видео, знают, почему стоит следить за этими монетами. Ведь со 2 по 7 апреля пройдет голосование за слияние этих проектов в одну совершенно новую монету по тикерам ASI. Вчера организация Fetch AI выложила вот такую краткую дорожную карту, в которой описано, как будет происходить данный процесс. Изначально они проведут то самое голосование. Если слияние будет успешно одобрено большей частью всех валидаторов, далее пройдет интеграция токена в одну монету, после чего будет запущен веб-сайт, на котором будет предоставляться вся информация касательно этого события. Потом они перенесут проекты на сеть Fetch AI, а завершающая часть — это полноценное партнерство и совместное развитие одного общего проекта, который будет находиться под руководством главы SingularityNet. Эта интеграция уже оказывает положительное влияние на все 3 монеты, которые сейчас торгуются на локальных максимумах. Но, как я говорил в начале, набираем 1500 лайков, ведь мы готовим для вас большое видео про монеты ИИ, где обязательно более подробно разберем это важное слияние и ответим на вопрос, каким образом и где можно будет купить эту новую монету. Но тем временем такие монеты как FED, AGEX и многие другие вы можете приобрести прямо сейчас с помощью нашего официального партнера биржи OKEX. Лично я торгую и покупаю всю крипту только на этой платформе, поэтому если вы также желаете работать с надежной биржей и торговать с самыми низкими комиссиями на рынке, ссылка на OKEX есть в описании. Далее по списку идет монета AVAX, ведь 4 апреля Avalanche проведет конференцию, посвященную Web3, на которой будут присутствовать различные институциональные, а также корпоративные партнеры DeFi блокчейна Avalanche. В недавнем нашем видео, которое выходило буквально 6 дней назад, я рассказывал, что сейчас Avalanche делает активный упор на развитие в секторе гейминга. Но еще я упомянул, что Avalanche работает с 2 крупными американскими банками, такими как JP Morgan, а также Citi, в направлении токенизации активов. Так вот, помимо этих банков, AVAX совместно с Chainlink начал работать с банковской группой Австралии и Новой Зеландии над тестированием новых функций, которые позволяют клиентам получать доступ, торговать и беспрепятственно рассчитывать токенизированные активы между сетями в разных валютах. Активные партнерства и различные конференции, которые проводит Avalanche, приводят к росту сетевой активности. И как вы видите, с конца 2023 года количество транзакций в сети стабильно растет, а
в стейкинге насчитывается более 55% монет от общего оборота, что создает определенный дефицит на рынке. Вот в этом видео я говорил, что первая поддержка и первый диапазон накопления находятся на ключевом уровне $50. Пока что ничего не изменилось, и мы действительно можем ожидать тестирования данной поддержки перед новой волной роста. Но еще я добавлю, что есть и вторая важная поддержка на уровне $45, где проходит линия тренда. Поэтому если в ближайшее время цена скорректируется в данный диапазон, можно будет покупать. Также давайте обратим внимание на монету Injective, потому что 29 марта проект провел обновление Ionic для Injective Bridge, из-за чего теперь пользователи могут максимально просто получать доступ к таким блокчейнам как Solana, Cosmos и Ethereum с помощью специального моста. Ionic Upgrade предоставляет удобную систему, позволяющую легко обменивать токены между различными блокчейнами. При этом данное обновление решает проблему комиссий, поскольку комиссии за использование такого моста составляют $0, что увеличивает количество новых пользователей в сети, а также привлекает внимание больших китов, которые начиная с марта активно накапливают Injective. Ведь только в первую неделю месяца они купили более 300 тысяч монет. Сейчас у Injective наблюдается длительная консолидация, которая началась в конце декабря, но поскольку сейчас 83% адресов находятся в безубытке, это является положительным сигналом для роста. Также с 24 по 28 марта количество ежедневных активных адресов выросло с 507 до 755. Вот поэтому диапазон около поддержки $30 является первой целью, где можно начать постепенно покупать эту монету. Еще я бы хотел обратить ваше внимание на монету Kaspa, у которой 29 марта разработчики активировали специальное обновление для оптимизации блокчейна, но за счет того, что само обновление было запущено в тестовой сети, полноценная активация обновления может пройти уже в ближайшее время. Точной информации, когда это пройдет, пока нет, вот только это может стать известно на конференции в Гонконге, которая пройдет с 6 по 9 апреля, ведь именно Kaspa является главным партнером этого важного мероприятия. После листинга на биржах в сентябре 2023 года Kaspa продолжает оставаться в восходящем тренде, поскольку на графике вот эта линия обеспечивает очень хорошую поддержку для цены монеты. И как вы видите, Kaspa находится на грани от того, чтобы снова протестировать эту линию тренда. Таким образом, вот этот диапазон является подходящим для первого накопления Kaspa, если вы планируете добавить ее к себе в портфель. Лично в моем основном портфеле нет только двух монет из сегодняшнего видео, и это Kaspa, а также Injective. Kaspa я покупал на краткосрочной основе, из-за чего не добавлял ее в основной портфель, а вот Injective продал относительно недавно, как раз таки тогда, когда он вошел вот в эту затяжную консолидацию. Ну а другие альты я по-прежнему держу. И заметьте, в инвестициях в альткоины всегда нужно диверсифицировать свой портфель, покупая монеты из разных секторов, как например ИИ, сфера токенизации, это AVAX, L2 сети, как например Optimism и так далее. Ведь каждое направление развивается, и когда выходит много новостей про тот же ИИ, все эти монеты хорошо растут. Или например на фоне обновления Dencun L2 блокчейны показывают хорошее движение, так что не стоит скупать одни мемкоины. Старайтесь диверсифицировать свои риски, ведь это очень важно. Если в целом взять движение рынка альтов без учета биткоина, то сейчас капитализация находится на локальных максимальных уровнях, которые наблюдались в 2022 году, но при этом доминирование биткоина по-прежнему остается выше уровня 53%, что говорит о более высоком притоке нового капитала. И это не странно, ведь в отличие от альтов, у биткоина есть большие фонды, которые отправляют в него по $1 миллиарду в неделю. Вот поэтому я не думаю, что в ближайшее время, как минимум до и после халвинга под конец апреля, мы увидим высокий приток капитала в альты. Конечно, альты расти будут, но это будет отличаться от того альт-сезона, который был в 2021 году, потому что инвесторы с большим капиталом все же выбирают биткоин. Вот поэтому я и рекомендую вам оставить 70% своих инвестиций именно в нем, ведь его цена менее волатильна и риски глубокой просадки на 20% за день гораздо меньше, так что не игнорируйте это правило. Но на сегодня вот такие интересные предстоящие события мы разобрали. Не забывайте, что в Telegram у нас есть больше свежих новостей, а также вся самая важная информация сперва публикуется именно там. Так что подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и увидимся уже на следующей неделе. Всем желаю удачи, до скорых встреч!